Всем привет! И стою я возле Bolt Cars. Ну, я думаю, кто смотрит в автомобильные блоги, все знают, что это за место. Ребята занимаются пленкой и тюнингом. И это очень круто. Короче, зачем я сюда приехал? Приехал сюда для того, чтобы взять вот эту вот штуку. Это дилерский номер для того, чтобы забрать с аукциона мою первую купленную машину на перекупскую тему. Это самое начало, я очень рад, это очень прикольно. Так что у нас первый проект, и это Chevrolet Cobalt LX купе. Все, завтра все вам покажу. Всем привет! И у нас утро. 23 число, декабрь месяц, и я без машины. А почему я без машины? Да, потому что еду на аукцион, на Копарт, забирать первую машину, купленную мной на аукционе. С сегодняшнего дня стартует перекупская тема. Может быть, поэтому я так счастлив, я не знаю. Времени на то, чтобы монтировать блоги, у меня почти нет. Но я постараюсь все догнать. Я уже устал обещать. Сейчас не об этом. Короче, двигаемся на Копарт, там недалеко от Копарта я встречусь с товарищем, он меня подкинет, и заберем эту машинку. Да, кстати, а потом же еще и на работу надо. Я, как всегда, просто вот опаздываю и все. Вот не могу проснуться здесь нормально, вот не могу. Не знаю почему. Ну ладно, короче, ребятки, двигаемся дальше. Следующее будет включение, наверное, уже на Копарте. Короче, ребята, прикол вам расскажу. Приехал-то я на Копарт Сан-Валей. А тачка-то на Копарте One Nice. Вот это триндец. Вызвал лифт, короче. Ну ладно, первый раз съезжу на лифте. Это местное такси. Короче, ты станем за одно такси. Ну, бля, как всегда, вот все не по плану. Вообще. Ну, как есть, как есть. Приехал я такой на Копарт, говорю, отдайте мне мою машину. Они говорят, а хрен вам, типа, вам нужен пикап-трак или что-то еще, или долли, или еще какая-то хрень, чтобы забрать вашу машину. Одуреть. Одуреть просто. То бишь, я не могу, они мне могут ее вывести и поставить, но не хотят. Это типа правило такое, что машину можно забирать теперь только на автовозе или на какой-то хуй. Слов нет. Жесть. Короче, ребята, показываю вам. Багажник открылся, а в багажнике что? Ничего. В общем, вот такая вот ситуация, и нет фонарей, поэтому самое решение адекватное — это отвезти быстро. Поэтому я везу машину к Антохе, он живет здесь 4 мили. Надеюсь на то, что я не встречу ни одного копа на дороге. Ну, как-то так. Все, с Богом. Я вам, знаете, ребят, что скажу? Очкодав-то тот еще. Тут в Америке штрафы не по 5 рублей, не по 7. Тут, блин, если меня вот так вот остановят, без задних фонарей, баксов 300-400. Короче, придется выложить. И я уже, когда стоял на поворот налево, благо за мной тачка была, копы просто проехали мимо. Ну, они не увидели, что там фонарей нет. Тачка близко ко мне стояла. Нам осталось 4 минуты с вами. Паркуем тачку к Антохе. Бля, мне кажется, я не могу жить без приключений. Это просто вообще что-то не мое. Я взял и приехал на Солома-авеню. Мне и нужно было на Солома-авеню, но адрес-то я не указал. Еще 4 минуты позора. Короче, закупориваем мы это ведро. Тут ценного, это дилерский номер. Надо будет ехать покупать новый аккум, получается. Ну, не новый, а бэушный, там, восстановленный. Возможно, кстати, это где-то даже здесь рядом. Я точно не помню, но я, наверное, съезжу к тому же мужичку, который мне за 40 баксов аккум и восстановил. Так, ну что у нас по машине? Вон аккумулятор как раз таки, походу, сзади и стоит в ней. Ни хренища нету, даже коврика нет. Все разобрали. Полный фейл. Так, слушайте, ну у нас хотя бы стопы были. Машина 4-дверная, машина едет очень хорошо. Багажник ни хрена так и не открывается. С этим будем разбираться потом. Все, закрываем. Смотрите, какая она красотка. Опа.
вообще, вот она помытая, смотрится как машина, так что мы ее, я думаю, за хорошие деньги мы ее продадим. Хозяйка, конечно, свинья была та еще, но машина тонированная, кондиционер работает. Ну, единственное, что пока что недвижимость без аккумулятора. Ну, как есть, ребята. Так, сделаем вид, что мы просто посмотреть. Все. С $42 началось знакомство мое с Uber. Ожидание 20 минут. Короче, замерз, промок. Полный набор услуг. Но это, конечно, ад. Почему-то вот как что-то нужно, так сразу дождь. В прошлый раз колесо бахнуло, надо колесо поменять, и тоже ливень. Ну, какая-то прям подстава подстав. Хорошо, что хорошо заканчивается. Может быть, сегодня еще успеем на разборку прикупить запчастюль. Так, ребятушки, позвонил мне Серега. Говорит, все, сегодня на работу уже не едь. Сегодня у нас и так короткий день, завтра Рождество. Поэтому двигаюсь на разборку. Разборка, кстати, тоже рядом с работой. Погода... Короче, хозяин не выгонит свою собаку, как говорится, на улицу в такую погоду. Разборка находится как раз-таки недалеко от моей работы. То есть, ну, до хрена далеко от дома, но там есть бампер в цвет. Вот я постараюсь сейчас забрать этот бампер в цвет. До хрена всего снять. Фонари снять, бампер снять, усилитель снять, коврик в салон, ну не в салон, а в багажник. Погодка, конечно, вообще не подходящая для всех таких вот дел. Может быть, тот же самый коврик пока брать не буду, чтобы он там не развалился, не рассохся, не расклеился, точнее. Двигаюсь на разборку. Короче, фонари и бампер, это главное нынче. Все остальное потом. Короче, ребят, дождь как шел, так и идет. Поэтому есть у меня дождевичок. Сейчас оденем дождевичок и пойдем в бой. Так, мои дорогие, короче, нашел я машину. И смотрите, и цвет, и фонари, и все есть. Взял вон такую вон телегу. Вот, тоже на разборочке. Видите, какая она огромная. Короче, сейчас буду снимать. Так что день не зря, походу я все нашел, что нужно. Кстати, регулировка зеркал я пробовал. Нигде не работает. Ну, то есть здесь тоже, в этой тачке, она не работает. Это трындец. Ну, нам похер. Короче, я уже все снял. Вон моя тележка, вон там уже фары лежат, вот бампер. Еще усилитель осталось снять. Сейчас я вам, короче, лайфхак показываю. Смотрите, бампер и вот эта деталь, это отдельные детали. Так. И они, ну, типа, соединяются вот таким вот образом, посредством вот этих вот клипс. Поэтому, для того, чтобы заплатить за все это один раз, мы берем клипсы и сейчас я вам покажу. Вот что мы имеем, смотрите. Все, это всего лишь часть бампера. Поэтому смело идем и платим как за одну часть. А так бы мы заплатили бы за бампер, за крепление бампера и прочую херню. Пользуйтесь. Пользуйтесь. Sail aboard Time Magazine's World's Greatest Places. Celebrity. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то там орет. Что, ребятушки, я вам хочу рассказать-то. Все, вот, все там. Да, я очередной раз засрал потолок. Не я один это делал, кто-то до меня здесь потолок засрал, но ничего, помоем. Но бампер теперь живет в салоне. Все-таки для перевозки бамперов у меня не лучшая машина. Ну, что поделать. Следующий купим универсал. Вот. Бульбовоз, так сказать. Как это Беларусь без бульбовоза, поэтому купим бульбовоз и будем возить бампера. Теперь что у нас по плану? Погода до сих пор вот такое вот УГ. Я второй раз вымок насквозь. Вот, первый раз, когда я забирал машину. Теперь второй раз, когда я снимал вот это вот все. Там бампер, усилитель бампера, там же и фонари задние. Я сейчас поеду к машине, положу все это внутрь. Дождемся более хорошей погоды, чтобы все это установить. Ну и все это вот, соответственно, и установим. Кстати, сколько мне все это обошлось? Суммарно 150. $150 это бампер, усилитель бампера и 2 задних фонаря. Я там потом по чекам посмотрю и скажу вам точно. Короче, бампер был 60, фонари, по-моему, по 30, все остальное это усилитель бампера. Еще с собой прихватил кое-что. Короче, прихватил крепежки, клипсы. Ну, по-хорошему, типа, как бы, я не знаю вообще, платится за это или не платится, но просто положил в карман и пошел.
Ну, а почему бы и нет? Я еще, кстати, сегодня посылочки отправляю в Беларусь домой. Я вообще думал, может быть, сразу съездить посылки отправить, потом поехать к машине положить, все, выдернуть из нее аккумулятор, с этим аккумулятором поехать попытаться его поменять, но не факт, что я успею по времени. Реально времени не так много. Поэтому все по очереди и будем смотреть, насколько я успеваю. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling. Ребятушки, всем привет! Я хочу вам показать машинку, которую я купил. Это Chevrolet Cobalt, четырехдверный в комплектации LS. Выигрышная ставка с аукциона $800. За $800 мы имеем вот такое вот повреждение сбоку, которого, кстати, по фото не было видно. Вот здесь вмятина. Вот, видно, что делалась дверь, потому что как лопнула краска, это шпатлевка здесь. Далее, основной удар пришелся на заднюю часть, я ее уже собрал. Я когда купил машину, я надеялся, что фонари, бампер, все будет лежать в багажнике, но этого не было. То есть усилителя бампера не было. Смотрите, я ее собрал, но она по зазорам не встает. Удар пришелся, соответственно, где-то вот в эту часть. Ну и видите, как увело металл здесь. Соответственно, у нас багажник не закрывается из-за этого, потому что он не защелкивается до конца. Бампер стал выше, фонари не встают. Тут отмечали. То есть здесь где-то повело, зазор по левой стороне. Крышка чуть-чуть сместилась правее. Но в целом это вообще не удар. Я уверен, что я это все сделаю. Кстати, смотрите еще. То есть резинки багажника тоже нет. Все это, короче, не положили. Нету коврика, боковой обшивки. Так что все это нам придется покупать. Также вот тут указали, что здесь смещение. Соответственно, здесь смещение. Но я думаю, я все это очень быстро и аккуратно смогу сделать. В принципе, чисто теоретически можно было бы, конечно, вот сюда просто пару раз ударить, чтобы вывести вот эту часть правильно в эту сторону, закрыть обшивкой и забить вообще просто на вот эту вот, скажем так, на эту проблему. То есть, потому что повреждение реально совсем маленькое. Так, ладушки, что мы имеем по самой машине? Задняя полусфера тонирована. Комплектация называется полубомж, потому что механическая регулировка зеркал, которая, кстати, еще и не работает ни слева, ни справа. Везде весла, но при этом есть датчик света. И если я не ошибаюсь, еще и датчик дождя. Мотор EcoBoost, как я, честно говоря, так еще немножко не разобрался и не понял, но... Так, открыли. Если я правильно понимаю, то это фордовский мотор. Не EcoBoost, EcoTec. Честно говоря, не знаю, это Крайслера мотор или это вообще какой-то мотор. Я, не вдавался вообще в подробности по поводу этой машины. Единственное, я посмотрел, что у нее, в принципе, более-менее адекватная экономичность. То есть она немного жрет. Если забиваются водостоки, вода может идти в салон. Ну, это мы все потом почистим. Ну, хозяйке было пофиг. Я как понимаю, это девочка ездила, потому что осталось женских вещичек. Но это не главное. Он очень засран. Ужасный, очень грязный салон. Везде обертки от конфет, да и сами конфеты. Чего только, короче, нету. Ну, можете посмотреть, это просто жесть. При всем при этом у машины 109 тысяч миль пробега. Вот, можете увидеть, 109 131 миля. С этим пробегом она попала уже на аукцион и была, соответственно, продана. Что хочу отметить. Я посмотрел Carfax, прежде чем покупать эту машину. И, что очень важно, она обслуживалась всю свою жизнь у дилера. То есть есть все данные по замене масла. Каждые 6 тысяч на ней менялось масло. Что есть очень круто. Машина в целом обслужена. Я на ней поездил. Где-то чуть-чуть стучит по вот этой вот стороне, по левой, по водительской. Все.
проблемы с машиной заканчиваются. Поправить заднюю часть, помыть и продать. Ну, так еще, возможно, фары полирну и приведу в божеский вид. Просто, скажем так, для безопасности следующего владельца. Вот и все. Такая вот прекрасная машинка, она мне очень понравилась. Она очень мягкая, вообще просто как баржа. Она довольно хорошо рулится. Мне понравилось. Все, помыть, починить и продать. Посмотрим, сколько она уйдет. Машина была куплена с победной ставкой в $800. При всем при этом с аукционными всеми фи она встала в $1080. А бампер, усилитель бампера и два задних фонаря $150. Итого, общие затраты сейчас на машину $1250. Как я понимаю, они увеличатся, потому что плюс регистрация, плюс все. То есть я надеюсь выйти на общую затраты в 1500-1600. И уже продажа где-то 2500-3. Вот в этом вот промежутке. Ну, собственно, все. Пока у меня есть время, короче, приступаю и ремонтирую эту машинку. Так, ребятушки, всем привет. И, короче, двигаемся мы куда? Правильно, двигаемся мы в Bolt Cars. Будем выравнивать вот эту вот великолепную заднюю часть. Вот это вот этого вот ведра. Короче, сейчас найдем столб, возьмем цепь и дернем. Посмотрим, как бампер сядет. Смотрите, какая красотишка стоит. Давайте маленький экскурс сделаю. Вот это вот первый бокс оклейки пленкой. Сам его вижу тоже вживую первый раз. Но, во-первых, что очень круто, все это выглядит очень стильно. Во-вторых, посмотрите, все на своих местах. Вообще аккуратненько. Пленка здесь, там инструмент, боксы, шкафы. И это сейчас бардак, то есть, чтобы вы понимали. То есть, ну реально, как бы вот то, что сейчас, как это выглядит, это бардак даже, да. Какие ребята молодцы. А этот поршик здесь выглядит просто космически. Какой он красивый. Вообще немцы, конечно, делают такую красоту. Ну и вот, смотрите, тоже. Видите, как все красиво, все аккуратно. Я уже видел похожие технические помещения, скажем так. Не в автобизнесе, немножко в другой сфере, но все равно очень круто, когда люди подходят именно так. Потому что у нас, что в Америке, если автобизнес, то обязательно должно быть что-то про грязь, про масло. Ну, короче, мало у нас реально чистых помещений, красивых и с каким-то дизайном. Здесь же, вот даже вот смотрите, элементарно, заходишь и уже красота. Обалденно. Так, ребятушки, было принято решение, короче, не дергать машину, не мучить ее, а просто подложить вот сюда шайбы, чтобы вот этот вот элемент, который называется усилитель бампера, стал вот в такое вот положение, в правильное. И как бы на этом и все, этого будет достаточно. Вот. Но я подумал, можно вот эту вот выровнять изогнутую часть. Поэтому берем, подкладываем вот эту замечательную деревяху сюда. И парочку раз ударим вот такой вот красотой. Короче, после кувалдометрии все практически ровное. То есть тут чуть-чуть совсем. Можно было ударить еще здесь пару раз, но я уже не захотел. Я подумал, что это не нужно. Но в целом линия ровная. Точки вот эти практически на одной высоте. Далее, вон подложены шайбы. Я думаю, вы видите. Вон они там. И я уже попробовал одеть бампер. Все идеально становится. Поехали дальше. Смотрите, я уже руками убрал. Я вам сейчас покажу, какой я пакет убрал. Просто руками повынимал. Сейчас. Погодите. Водительское сиденье. Это ж просто финиш. Смотрите. Смотрите, какая срань. Это все под коврами. И вон полный пакет всякого. Просто тупо руками вынял. Это ужас. Это даже в руки брать страшно. Вот, видите, какая красота. Видите, сиденье. Да, такие вот у нас американцы аккуратные. И эта девочка была, кстати. Училась
в университете. Пропуск в кампус у нее. Ужас. Просто ужас. А еще только что приехал Денис Чердак. Сегодня с ним познакомились. Это прикольно. Вон там он, его машинка стоит. Такие вот дела. Ладно, работа не ждет. Берем вот этот красивый пылесос и погнали наводить чистоту. Так, ребятки, закончил я с уборкой. Пока только пылесос. Ну, смотрите, что покажу. Ну да, она до сих пор еще ужасная. Но теперь уже не настолько. Пятна это, конечно, жесть. Ковры я не мыл пока. Ну, по крайней мере, здесь хотя бы уже под коврами все более-менее. Я все помою, но потом. Пока хотя бы пылесос, короче. Все эти чипсы, всю эту еду гадкую. Все поубирал. После того, как уже помою обивку, будет что-то похожее на чистую красивую машину. Ну, а пока вот есть как есть, ребят. Вот так вот. Теперь хотя бы не хочется, простите, но спать в этой машине, потому что это последнее, что оставалось сделать для полноты картины. Скоро приведем ее в чувство. Я думаю, что денек, другой. И после Нового года мы сразу ее поставим на продажу. Ну что, ребята, короче, принимайте работу. Собрал машину, сейчас вам все покажу. Осталось только разобраться с зазором. Я даже не знаю, буду я его делать или не буду. Может быть, так и оставлю. Ну и все. Вот, защелкнуть подкрылки. И вот такая вот красота у нас получилась. Целая, красивая, аккуратная машина. Все, а теперь пора на работу. Ребят, сейчас я вам прикол покажу. Вот, короче, пропылесосил я машину, собрал, все хорошо, все круто. А теперь смотрите. Чек-энджин, мать его! Это как так-то, а? Охренеть. Вот, как это связано?